Недавно я опубликовала пост, в котором спросила, какая концепция имеет больше смысла. И это была концепция единого Бога, который неделим, у которого нет детей, против 3 богов, которые физически разделены, и один из них умирает на 3 дня. Но они все равно едины. Она только что описала учение о триединстве как о 3 богах, физически разделенных на разные существа. Один из них умер на 3 дня, но они по-прежнему едины. Это точное определение учения о триединстве? Нет, это не так. Это абсолютная ложь. Но вот что я могу сказать. Это примерно так же точно, как описание Аллахом триединства в Коране. Все, кто наблюдает за тем, что только что сделала Рози, называют это подставным лицом. Она атакует позицию, которая на самом деле позицией не является. Она либо невежественна, что странно, потому что она утверждает, что была бывшей адвентисткой 7-го дня, а адвентисты 7-го дня знают о доктрине триединства. Либо она намеренно искажает это учение. Она просто следует образцу, изложенному в Коране, где Аллах говорит, что триединство состоит из Бога, и Иисуса и Марии, которые являются 3 отдельными существами. И они просто работают вместе как одно целое, что является определением триединства, которое никто и никогда не давал. И все же это опровержение Аллаха об учении о триединстве, И это была концепция единого Бога, который неделим. которого описывают как гремлина с головой и туловищем, 2 руками, расположенными на одной стороне тела, и одной ногой, стоящей на 1 или 2 ступнях. Это настоящее описание. И знаешь что, Рози, если ты слышишь это впервые, то не удивляйся. Они не скажут тебе этого раньше времени. Это Бог, которому вы поклоняетесь. И они не скажут тебе, что на самом деле они преуменьшают, насколько это сложно в соответствии с исламской теологией, потому что есть Аллах и есть Слово Аллаха, которое вечно и может проявляться как личность. И они не скажут тебе, что Аллах также выдыхает свой дух, который также предстает как личность. Итак, есть Аллах, Его Дух и Его Слово, которые все являются личностями. Они не скажут вам об этом, потому что тогда вы можете задаться вопросом: «Ого, неужели наша теология действительно сложнее, чем триединство?» Они также не расскажут вам, что отдельные главы Корана имеют свою индивидуальность и могут, по-видимому, говорить на суде от вашего имени. И в Коране есть 114 таких различных личностей. Это все вы узнаете в будущем. Вы не узнаете этого от своих учителей. Вы никогда не услышите об этом от своих ученых. Вы не услышите это от своих дава-героев. Вы услышите это только от нас. А потом вы будете злиться на нас за то, что мы это сказали. Но вы скоро поймете, что мы правы. Рози, просто продолжай притворяться, что Аллах простой для понимания, а потом расскажи всем о доктрине триединства, о 3 богах. Которые физически разделены. Так что все они И физические. один из них умирает на 3 Один дня. умирает на 3 дня. Но они все равно едины. Согласно Розе, это учение о триединстве. 3 Бога. Это все, что было в посте.